4. Я назад не вернусь. Форсаж 5. Провернем последние дельцы и исчезнем. Навсегда. Форсаж 6. Рио был моим последним делом. Форсаж 7. Последняя гонка. За время своего существования франшиза «Форсаж» стала символом многих поколений киноманов и продолжает привлекать внимание широкой аудитории. Ее успех не только привел к выпуску многочисленных продолжений, но и дополнительных сопутствующих проектов, таких как видеоигры. Ты ведь долго жить не планировал, а? А надо? И другие медиа-развлечения. Сегодня мы посмотрим на айсберг франшизы «Форсаж» и раскроем некоторые из его самых интересных аспектов, от достаточно известных фактов «Форсажа» до сложных и малоизвестных. На чем гоняешь? На тачке. С единорогами. Глянем, что у тебя под юбкой. Верх айсберга. Судя по фильмам, франшиза сильно изменилась. Сериал начинался как уличные гонки и криминальный мир, но начиная с 3-го или 4-го фильма, в каждой части все больше и больше напыщенного экшена. В 2013 году Пол Уокер погиб в автокатастрофе. Он ехал на пассажирском сидении в Порше со своим другом, который не справился с управлением и врезался в дерево, убив их обоих. Это было очень трагично, и в последнем фильме «Форсаж 7» есть дань уважения Полу. Многие люди критиковали Universal за продолжение франшизы, несмотря на его смерть. Что? Хотел уехать, не попрощавшись? Режиссер «Форсажа» со времен токийского дрифта. Он и объявил, что уходит в отставку во время производства «Форсаж 10». More than you can afford, pal. Ferrari. Запоминающаяся цитата из первого фильма. Диалог упоминается как неуклюжий и плохо сыгранный, но в основном плохо выдержанный, поскольку Феррари в сцене теперь дешевле, чем Супра. Красотка, и сколько стоит твоя тачка? Тебе она не по карману, Феррари. Один из пакетов расширения DLC для гоночной игры Forza Horizon 2 содержит множество культовых автомобилей из серии Форсажа, в том числе Dodge Charger и Toyota Supra. Многие люди были сбиты с толку, увидев, как Хан возвращается в сериал после своей смерти в токийском дрифте. По иронии судьбы, выяснилось, что Форсаж 5 был приквелом к токийскому дрифту, а авария Хана была преднамеренно вызвана шоу. Когда найдешь того, кто убил Хана, что с ним сделаешь? Таких слов еще не придумали. Рад, что не ошибся. В еще более странном повороте выяснилось, что Хан жив в Форсаж 9. Ребята, сюрприз. Более поздние фильмы бросают вызов физике. Понятно, что на данный момент фильмы — это по сути просто мультфильмы с живыми боевиками, с моментами, которые не имеют смысла в реальной ситуации. Один из примеров, где Доминик разбивает свою машину, чтобы перелететь через мост и поймать Лети. В такие вещи надо просто верить. Термин, часто упоминаемый Домиником настолько, что стал своего рода мемом для франшизы. Эти, которые мы знали, больше нет. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Миллионы приходят-уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Все ищут острых ощущений, но самое важное – это семья. Поверхность айсберга. Главный постановщик трюков первых 3 фильмов «Форсаж». У него есть собственный канал на YouTube, где он рассказывает о производстве и своем участии в сериале. Поскольку Пола больше не было рядом, чтобы снимать более поздние фильмы, «Форсаж 7» был изменен так, что в итоге Брайан оставил семью, чтобы быть со своими. Финальную сцену с Брайаном на пляже снимал брат Пола. Разобьемся? Я еще не вижу. На короткое время во время сцены гоночных войн в первом фильме можно заметить, что на автомобиле Джесси отсутствуют тормозные суппорты. Where's Jesse going? Shit! Oh God! Shit!
Если бы не культовая роль Супры в первом фильме, об автомобиле, вероятно, сегодня забыли бы. Супра стала легендой GDM, и ее очень редко можно найти в продаже. Если бы не Форсаж, мы, вероятно, никогда бы не увидели модель МК-5, которая дебютировала через 20 лет после того, как МК-4 была снята с производства. В спин-оффе фильма «Форсаж» Шоу и Хэти должны быть братом и сестрой. Она моя сестра, дела семейные. Однако во время воспоминаний они кажутся одного возраста, несмотря на то, что Стэтхэм выглядит примерно на 20 лет старше Кирби. Мы в полной заднице. Мягко сказано. Проанализировав характеристики Супры и Чарджера в первом фильме, фанаты и съемочная группа пришли к выводу, что в реальной ситуации Чарджер легко превзойдет Супру в финальной гонке, несмотря на то, что во время сцены обе машины шли ноздря в ноздрю. Некоторые даже предполагают, что Дом снисходительно относился к Брайану, зная, что той не сможет угнаться за ним. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное, это то, кто сидит за рулем. Источники утверждают, что 10-я и последняя часть Форсажа будет разделена на 2 фильма. Вторая часть выйдет в 2025 году. Человек, снявший первый Форсаж, он известен громкими боевиками, а позже снял такие фильмы, как «Три икса» И кто же ты? Я 3 икса. и «Мумия. Гробница Императора Драконов». Мумия. Мелководье. Mitsubishi Eclipse Tyrreza во втором Форсаже считается одним из самых уродливых автомобилей во франшизе. Это потому, что Тайриз сам спроектировал его. Даже не мечтай о кабриолете. Согласен. Мультисериал спин-офф на Netflix. В нем участвует группа подростков, которым нужно уничтожить злобную гоночную корпорацию. О нет, только не синяя кнопка. Вот как? Нет, да? Рокки и Вин Дизель поссорились во время съемок «Форсаж 8», и оба просили не снимать свои сцены в одно и то же время на одной съемочной площадке. С тех пор они восстановили дружбу. Братство. Темный аттракцион, расположенный в Universal Studio Orlando. Аттракцион подвергся резкой критике за отсутствие физического реквизита и экшона, в значительной степени опирающегося на телевизионные экраны, на которых актеры фильма были запечатлены в плохом анимированном CGI-экшоне. Мик-Риг – это автомобильное шасси, установленное на кузове грузовика, которое использовалось в кино для съемок интерьеров, когда создавалось впечатление, что персонаж находится за рулем. Короткометражный фильм продолжительностью 5-10 минут, вступающий в качестве приквела к фильму «Форсаж 2», в котором рассказывается о том, как Брайан получил Skyline. Глубины. Перед выходом фильма «Форсаж 9» в Китае пришлось извиняться перед страной за свои высказывания о Тайване. Извинения потребовали продюсеры, которые хотели, чтобы фильм имел большие продажи в Китае. 我必须说，现在就是很重要。我爱更尊重中国，更中国人。 Четкая лайба. Но помни, гонщики не гонят. Гонщики гоняют, но не загоняются. Малобюджетный комедийный фильм, пародирующий франшизу «Форсаж». Юмор крайне предсказуемый и не смешон, а спецэффекты очень дешевые. Вы что тут делаете? Ты же убьешь его. Знаешь, сколько калорий в шоколадном сиропе? Вин Дизель согласился сняться в финальной сцене фильма бесплатно при условии, что следующий фильм будет снят по тому же сценарию, что и первый. Этому предложению не суждено было сбыться. Готов, малыш. Eclipse, которым управлял Тайрис в «Форсаж 2», был автоматическим, но режиссеры хотели, чтобы он выглядел как механический, так как «Форсаж» переключения передач является важным моментом. То, что вы видите на экране, это Тайрис, постоянно переключающийся между передачей и задним ходом.
Во время гонки Дом Брайан врезается в грузовик, и машина дома падает. Если нажать на паузу, то можно увидеть шлем каскадера на водительском сидении машины. Во время вступления ко второму фильму, когда Брайан появляется на Скайлайне, из колодца переднего колеса выстреливает короткая струя, поднимающая юбку стоящей рядом женщины. Это краткая отсылка к знаменитой сцене в метро с Мерлин Монро. Малобюджетная поделка Форсажа, созданная студией The Asylum, известной созданием фильмов в жанре мукбастер. Первоначально предполагалось, что каст будет следующим. Эминем Кристиан Бейл в роли Брайана О'Коннора, Натали Портман в роли Мии Торетто, Тимоти Олифант в роли Доминика. Тело айсберга. Черный Скайлайн Брайана, ненадолго замеченный Форсаж 5, должен был появиться в токийском дрифте, но машина загорелась и ее пришлось списать. Он нашел свое место в фильме Форсаж 5. Токийский дрифт снимался не в Токио. Вот это поворот! Единственными сценами, которые были сняты в Токио, были гламурные кадры с акцентом на месте. Остальная часть фильма была снята в Лос-Анджелесе, так как получить права на съемку и снимать экшн-сцены в Токио было очень сложно. Эта авария была совершенно непреднамеренной, как вы можете видеть на видео по выражению лица актера. Режиссер был очарован импровизацией и решил адаптировать сцену к аварии. Низ айсберга. Крейг Лейберман прочитал сценарий режиссера и сказал нет, когда увидел Dodge Neon. Либерман сказал режиссеру, что эти машины не крутые и сделают сцену открытия похожей на большую шутку, поэтому вместо них был поставлен Skyline. В начальной сцене первого фильма банда угоняет грузовик на затемненных Honda. Звуковые эффекты, звучащие в фильме, не были настоящими звуками двигателей автомобилей, а были искусственно записаны и добавлены в фильм. Автомобиль, из которого были получены эти звуки, неизвестен. Дно айсберга. Во время съемок Форсаж 8 сильный ветер отбросил часть пластикового айсберга, точнее декорации к фильму, и ударил лошадь, сломав ей ногу. Лошадь по кличке Юпитер пришлось усыпить. Вот такой получился айсберг по Форсажу. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комменты, что вы знали, ставьте лайки и подписывайтесь. Дальше будет больше айсбергов.